В новом трейлере серии 162 аниме «Расколотая битва и синева небес» раскрыли много интересной информации. На пространственной ярмарке Сяо Янь получил несколько ценных сокровищ, однако главным лотом был фрагмент карты очищающего пламени лотоса. Сяо Янь уставился на фрагмент древней карты, а его дыхание участилось. Он сразу узнал происхождение данного фрагмента, так как на протяжении десятилетия искал его. Небесное пламя номер 3. Истинная сила, способная уничтожить мир, и которую человек не был способен контролировать. Любой, кто смог бы взять под контроль данное небесное пламя, навряд ли нашел бы себе оппонента на континенте Доуци. Все потому, что данное небесное пламя обозначало чрезвычайную разрушительную мощь. Что же за него просили? Насколько дорогим был фрагмент карты? Владелец фрагмента желал заполучить за него особые ценные пилюли. Их качество не должно быть ниже пилюли, призвавшей 6 цветов молний. Что до количества, то далее начался самый настоящий хаос. Многие люди заинтересовались данным фрагментом карты, поэтому сразу же раздались голоса. 3 целебные пилюли 6 цветов молний, 4, 5. За минуту несколько человек озвучило свои ставки. Атмосфера сразу накалилась. Цена стремительно повышалась. Если же фрагмент приведет к очищающему пламени лотоса, то потерями можно и вовсе пренебречь. Сяо Янь спросил учителя Яо Лао, что нам делать. Яо Лао покачал головой. Не беспокойся, пока просто наблюдаем. Ставки постоянно росли. За 10 минут цена уже выросла до 5 целебных пилюль, 7 цветов молнии пилюли. Данная ставка заставила Сяо Яня испортиться в выражении. Наконец в дело вступил Яо Лао. 8 пилюль. Сяо Янь сделал вздох облегчения, когда услышал тот голос. Наконец-то Яо Лао решил сделать ставку. Но, к сожалению, его противник, что любой ценой хотел заполучить фрагмент, предложил целебную пилюлю 9 цветов молний. Все подумали, да он безумец. Какую же страшную силу имеет тот человек, что имеет пилюлю 9 цветов молний? Это был тощий старик, давний противник Яо Лао. Тому человеку оставалось полшага до уровня мнимого святого. Впервые за все время Яо Лао говорил серьезно. Да, мы знаем, что Сяо Янь обладал целебной пилюлей почти 9 ранга, призвавшей 9 цветов молний. Это зверек, которого он нашел в древних руинах. Однако, если он решит выставить его, то лишится значительных преимуществ. В конце концов, если эту пилюлю должным образом вырастить, она сможет прорваться до 9 истинного ранга, а тогда ее цена возрастет в сотни раз. Даже практик уровня святого не сможет устоять. Сяо Янь не собирался расставаться с данной возможностью ни при каких условиях. Яо Лао стукнул ладонью по подлокотнику. Цена слишком высока. Но у Яо Лао был план. И раз они не смогли заполучить фрагмент карты на аукционе, то придется прибегнуть к иным возможностям. А последний предмет ярмарки являлся не объектом, а некой информацией. Хотя она вскоре разнесется по центральным равнинам, поэтому все получат ее из первых рук. Это была информация о легендарном древнем древе Бодхисаттвы. Теперь, спустя 10 тысяч лет, оно вновь готово пробудиться. После завершения аукциона, Сяо Янь и Яо Лао поборются за фрагмент карты, решив отобрать его у купивших. Это были члены злой фракции под именем фракция Облачного Дождя. Старший из них, Тянь Хэцзы, достиг 9 этапа высшей силы почтенного воина. Второй, Ди Джэцзы, уже достиг 8 этапа высшей силы почтенного воина. А третий, Жэнь Хэцзы, находится на 6 этапе. И их объединенная мощь способна совладать с мнимым святым. Это крайне злая и презренная фракция, которая давным-давно была изгнана из центральных равнин. Как Яо Лао и Сяо Янь могли упустить возможность проучить этих злодеев и при этом забрать такое сокровище? Они, естественно, сразу же узнали почтенного Яо Ченя. Они втроем объединились и атаковали вместе. Пространство вокруг Яо Лао сразу же исказилось. Затем он начал сражаться с двумя братьями, выпуская наружу поразительную энергию. Сяо Янь также сформировал множество сложных ручных печатей, воплощая печать клана. Его аура резко возросла с почтенного воина 8 звезд до 3-го этапа высшего почтенного воина. Его противником был почтенный воин полных 6 этапов, поэтому у Сяо Яня не оставалось выбора, кроме как вести себя бдительно по отношению к своему противнику, которого можно было посчитать сильнейшим из его оппонентов до текущего времени.
К слову, в это же время с Сяо Янем были Сяо Исянь и Цай Линь, тоже на уровне почтенных воинов. Чтобы защитить их, Сяо Янь использовал сильнейшую атаку. Противник резко повернул голову и увидел 5 сгустков пламени, повисших перед молодым парнем в черных одеждах. 4 вида небесного пламени? Сяо Янь заметил, как выражение этого врага резко изменилось. Холодная ухмылка вспыхнула на его лице. Он впервые собирался воспользоваться пламенем преобразования жизни после поглощения ледяного пламени. 4 вида небесного пламени и одно псевдонебесное пламя. Пламенный лотос ярости Будды из 5 элементов, которым Сяо Янь ранее еще никогда не пользовался. Это настоящее сражение за 4-й фрагмент карты очищающего пламени лотоса. Объединение 4,5 типов небесного пламени поразило всех. Это был сильнейший лотос Сяо Яня на данном этапе. Пламенный лотос состоял из 5 цветов с постоянно вырывающимися вспышками пламени. От него излучалась поразительная сила уничтожения, даже рука Сяо Яня онемела перед такой силой. Подобную мощь могли высвобождать лишь техники доу-ци среднего уровня тянь. Взрыв! Сказав одно простое слово, 5-цветный пламенный лотос сразу взорвался. Вся атмосфера затряслась в этот момент. При прямом попадании в радиусе взрыва даже эксперт на пике уровня почтенного воина отправляется в небытие. Сяо Янь вытер холодный пот со лба. Он впервые высвобождал пламенный лотос из 5 видов пламени. Его мощь превзошла даже его ожидания. Конечно же, истощение оказалось соответствующим, он ощущал пустоту в своем теле. Но эффект стоил того. Убийство почтенного воина 9 звезд 6-го этапа с одного удара. Вот какова мощь пламенного лотоса, слитого из 4 видов небесного пламени и псевдонебесного пламени. Остальных же противников одолел Яо Чень и заполучил тот самый фрагмент карты. Сяо Янь громко вздохнул с облегчением. Он дрожащими руками взял последний заключительный фрагмент, который он искал около десятилетия. Небеса и правда не оставляют тех, кто прикладывает усилия. Наконец ему удалось собрать все фрагменты. «Очищающее пламя лотоса, ты точно станешь моим?» Волнение вспыхнуло в глазах Сяо Яня. Что же будет, когда фрагменты карты соберутся вместе? Сяо Яню было очень любопытно. Активировав пространственное кольцо, несколько фрагментов древней карты вылетели из него и повисли в воздухе. Сяо Янь вновь заволновался, пока смотрел на фрагменты карты. От предвкушения он потер ладони друг от друга, затем стал осторожно соединять их вместе линия к линии. Сяо Янь не спешил, но с течением времени перед ним оказалась полная и завершенная карта. Он горящим взглядом смотрел на нее, но вскоре слегка изумился. Полная карта в самом деле раскрывала определенную местность, но сами очертания выглядели очень обычными. На ней не было изображено настоящей цели или пути. Он попробовал оживить карту кровью, но ничего не произошло. «Раз она бесполезна, какой смысл оставлять ее?» В гневе Сяо Янь явил сгусток пламени, а затем направил его на древнюю карту. Но карта, к всеобщему удивлению, не горела. Яо Лао велел увеличить силу пламени. Его пламя явилось результатом слияния 4 видов небесного пламени. Оно способно расплавить почву и высушить океаны, но не способно сжечь старую карту. И вот благодаря сжиганию ее небесным пламенем наконец начали проявляться линии. В определенный момент карта задрожала, а полосы на карте вырвались в воздух, приобретая очертания древних символов. В небе словно прозвучало пророчество. В миг, когда 2 луны озарят небосвод, 9 планет выстроятся в ряд, появится поток, пожирающий все живое, и на землю вновь снизойдет демоническое пламя. Яо Лао объяснил, что подобное явление, когда 2 луны сходятся и 9 звезд становятся в ряд, происходит лишь раз в 1000 лет. Тогда по всему миру происходит особая энергетическая волна, предвещающая появление невероятно могущественного природного феномена – очищающего пламени лотоса. Это пламя не может быть подчинено обычным практикам. Даже Яо Лао признался, что не сможет справиться с ним. Попытка подчинения без должной силы приведет к сокрушительному поражению.
Когда он посмотрел на карту, произошло нечто неожиданное. В момент соприкосновения с древним артефактом изображение лотоса на поверхности пришло в движение. Оно закрутилось, преобразовалось в поток темного света и устремилось прямо в лоб Сяояню, словно само обладало разумом. Древняя карта была настолько таинственной, что никто не мог предположить, благие или же негативные у нее намерения. Итак, Сяоянь получает отпечаток души святого очищающего лотоса, который сыграет решающую роль в получении самого пламени очищения. Это хозяин — единственный обладатель очищающего пламени лотоса. Святой лотос очищения был крайне известным экспертом 10 тысяч лет назад. В древних книгах о нем говорится, что он являлся экспертом наиболее близким к достижению стадии Бога. Так что в лоб Сяояню проник остаток души или отпечаток святого. Ведь эту древнюю карту наверняка оставил после себя именно он. Сяояню оставалось лишь надеяться, что странный свет, проникший в его лоб, не причинит ему вреда. Яо Лао сказал, что если бы встретился с пламенем очищения, то сам бы стал его слугой, полностью подчиненным разуму пламени существом. Сяоянь прекрасно знал, что означает стать слугой небесного пламени. Это возможно лишь при контакте с самыми могущественными его формами, входящими в тройку сильнейших. Текущий уровень Сяояня, почтенный воин 8 звезд, был еще далек от необходимого. Большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока!